Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Впереди новогодние праздники, которые любят все люди мира. И сегодня хотим вам показать, что у нас будет на праздничном столе. А торт? А торт это просто находка. Я уже как-то делилась этим рецептом, но не показали, что там внутри. Сегодня обязательно покажем. Ставьте лайки и начнем. Все будет очень просто, да и быстро. Начинаю с подготовки ингредиентов на салат. Мне понадобится курица. Я решила ее сегодня запечь. Так будет вкуснее. Посыпаю специями. У меня это приправа к курице. Немного растительного масла. И перекладываю на противень. А мы продвинемся дальше. Также для салата мне понадобится морковь. 3 штучки возьму. Выкладываю на фольгу. Немного растительного масла. Соль. Черный молотый перец. И заворачиваю. И выкладываю курицу. Я думаю, друзья мои, подружатся. Беру снова фольгу. Картофель. Я думаю, вот так вот. Сюда 3. Снова растительное масло немножечко. Соль. Перец. И сюда же. Все. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на час 20. А там, друзья, буду ориентироваться по готовности. Сразу ставлю варить яйца. Перепелиные, друзья мои, штучек 10. О. Подготовление закончено. Можно начинать приготовление, друзья мои. Оливье. Мне понадобится картофель. Люблю всегда заранее приготовить картофель, чтобы он хорошо остыл и стабилизировался. Тогда его и резать проще на вот такой вот небольшой кубик. И он не склеивается. Получается рассыпчатым. И в салатник. Следом перепелиные яйца. А как их, друзья, порезать? А вот так вот, наверное, на 4 части просто. И сюда. Запеченная курица. А вот так вот, друзья, посрезаю мясо. А остальное на бульон пойдет. Тоже сюда. В оригинальном рецепте используется мясо раков. Но мы, друзья, раков не нашли, будем использовать креветки. Почистили, помыли, все как положено. Нарезаю на вот такие вот кусочки. Примерно такое же количество, как и курицы. В салатник. Ой, друзья мои, я уже предвкушаю, как это будет вкусно и необычно. Также понадобится свежий огурец. Его вот так вот и вот так. Тоже сюда. Натюрморт у нас получается красивый. Маслины. У меня без косточки. Пополам и еще пополам. А вместо соленых огурчиков идут каперсы, друзья мои. С ними главное не переборщить. На зеленый горошек похоже. Да, но они совсем другая история. Все, достаточно. Так, давайте же немножечко перемешаем. Соль по вкусу. Черный молотый перец. Немножко. И майонез. Снова хорошо перемешиваем. Но это, друзья мои, еще не все. Один ингредиент, который еще будет, меня очень удивил. Накрываем пленкой. Салату нужно дать настояться. Все. И ни в коем случае, друзья, не в холодильник. Это должно быть просто прохладное место. Пошла искать его. А сейчас любимый салат моего мужа. Как думаете, какой? Селедка под шубой. Я, если честно, друзья мои, уже и вкус ее забыла. Сережа, сколько? Лет 5 точно не готовили. Сегодня исправимся. На дно натертый отварной картофель. Распределяю. Немного майонеза. Смазываю. Сельдь уже почищена нарезаю. И такие небольшие кубики. Выкладываю на картофель и распределяю. На селедку также немножко майонеза.
Какой вкусный домашний майонез. Ссылки на рецепты майонезов я оставлю в описании под видео. Так как я, друзья, не люблю лук, следующим слоем будет картофель. А Сережа любит, ну, он ради меня согласится без него, да? Готов пожертвовать. О, благодарю. Снова распределяю. Немножечко прижимаю, чтобы красивый слой был. Снова майонез, уже побольше. Следующий слой морковь, тоже на терку. Угу. Распределяю. Немножко уплотняю. Снова майонез. Какой сочный слой получился. Вот что значит правильно запеченная морковь, друзья мои. Она остается такой сочной, как я это делаю. 40 минут отключаю духовку и оставляю до полного остывания. Все. И картофель идеальный, и морковь просто идеальная. Ну и заключительный слой – свекла. На ту же терку, друзья мои, только в отдельную тарелку. Сейчас расскажу почему. Свекла у меня просто вареная в воде. Она набирает в себя много жидкости и тогда очень сильно течет в салате. Сейчас покажу, что я делаю. О, можно даже увидеть, да, какая она водянистая. Беру и немного отжимаю. Без фанатизма и все же отжимаю. Потому что весь вот этот сок дойдет аж до самого нижнего слоя картофеля. Она все равно осталась сочная. Распределяю. Ой, шикарный слой получится из свеклы. Немножко ее присолю. Даже, друзья мои, можно вот так вот. Уже майонез, чтобы сочнее было. И сейчас распределять. И немножко как бы смазывая свеклу. Все, шикарно. Также накрываю пищевой пленкой. И убираю в прохладное место, чтобы он тоже немножечко настоялся. А мы приготовим с вами вкусный тортик и основное блюдо. Ну какой же праздник без вкусного тортика, друзья мои. Мы решили сделать наше любимое пирожное. Для этого беру готовое слоеное бездрожжевое тесто. Пироженку какую сделаем? Большую, маленькую? Ну, просто лазер. Хорошо, Сережечка. Значит, я делю вот так пополам и вот так. Ну, примерно пополам. Перекладываю на противень, ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 25 минут. Как только хорошо зарумянится, поддымится, готово. На основное у нас будет вкусная курица под морковной шубкой. У меня здесь 2 бедра, нужно их немножко подмариновать. Я полюбила этот маринад. Йогурт можно заменить на сметану. Специи, у меня приправа к курице уже готовая. Здесь и куркума, и сушеный чеснок, и паприка, все, что душа пожелает. И все же добавлю немножко черного молотого перца, немного растительного масла. И делаем массаж курочки. Вот и все. Пусть подмаринуется 25-30 минут, а мы пока займемся картофелем. Очищенный картофель нарезаю на вот такие вот кругляшки. И не тонко, и не толсто. Вот такие вот будут. И отвариваю буквально 1-2 минуты. Опа. В подсоленной воде. Все. Как только закипит, и готово. Через 1 минуту можно сливать воду. Оп. И выкладываю сразу в форму, в которой буду запекать все это чудо. Немного полью растительным маслом. Сверху выкладываю кусочки курицы. В эту же миску с маринадом натираю 1 небольшую морковь на самой мелкой терке. Моркови добавляю граммов 50 твердого натертого сыра. Сыра много не бывает. Немного майонеза. И все хорошо перемешиваю, чтобы получилась такая кашица. Все. Выкладываю шубку на мясо. Распределяю. Так, щедро. Она очень вкусная и красивая. Как красиво и как быстро, друзья мои. А мы посмотрим, что у нас в духовке. Вот какая красота! Да, пироженки получатся просто песня.
Это сюда. А это в духовку. Все, минут на 40-50. Пусть красиво запекается. Ну а мы займемся кремом. В миску 120 граммов сливочного мягкого масла. Я его заранее достала. Взбиваем. Как только масло посветлело, добавляю вареное сгущенное молоко. Граммов 250. Я думаю, будет достаточно. И сюда же немного лимонного сока для баланса. И снова миксером. А ну. Крем готов. Очень вкусный. Все, можно собирать торт. Какие красивые. Как же они хорошо пропеклись. Берем одну лепешечку и разрезаем вдоль. Ой, сейчас, друзья, будет фейерверк из крошки. Посмотрите. Ой, ну красота. Беру крем и начинаю их смазывать. Сильно много этого крема не нужно. Он вкусненький, сладенький, жирненький. Поэтому вот так вот. Ну и начинаем собирать. На тарелку немного крема. Первый пошел. Второй. Следующий. И так, пока не закончатся все наши слои. Сейчас, друзья мои, будет мое самое любимое. И вот так вот. Оп! Как вам? Все, больше не нужно. Прикольно? Старались, такие красивые взяли, и все. Но так нужно, так будет вкуснее. Все, немножко его придавили. Беру оставшийся крем и обмазываю тортик. Бока. Осталась крошка. Присыпаем сверху. Бока. Такой вот у нас кучерявый тортик, друзья мои. Поверьте, он очень вкусный. Да, здесь не идет ни о какой влажности, сочности. Это просто вкусное такое сухое пирожное. В нашей семье его очень любят. И тортик готов. Какие-то 30 минут, практически без нашего участия. А какая вкуснота получилась. Я его просто обожаю. Еще, друзья мои, хочу вам предложить очень интересную закуску из шампиньонов. Первым делом мою грибы. Беру такие крупные, широкие, чтобы шляпка была большая. Мы будем ее фаршировать. И пока в мисочку. Нужно убрать ножки. Надрезаю пленку у гриба. А вообще, друзья, удаляйте, как вам удобно. Мне удобнее вот так вот. Беру чайную ложку, подковыриваю и удаляю. Остатки можно использовать в салат или в суп. Все, готово. Место для начинки есть. Беру вкусный творожный сливочный сыр. У меня Филадельфия. И в каждую шапочку. Распределяю. В каждой по щепотке сушеного чеснока. Соль добавлять не буду. Сырок подсоленный. И верхушечка у нас тоже будет подсолена. Беру бекон. Он у меня, конечно же, подсоленный. Гриб. Обворачиваю. Какой красивый. И выкладываю в чашу аэрогриля верхом вверх. То есть, друзья мои, грибы вот так не переворачиваю. Хочу, чтобы все соки, которые образуются, были именно в грибочке. Тогда будет сочно и вкусно. Красота. Оп. Устанавливаю. 20 минут, 180 градусов. Конечно же, можно запечь и в духовке. Готово. Ух ты! Ой, такие сочные, вкусные. Достаем, выкладываем на красивое блюдо. Можно украсить листьями салата, овощами. Какой он сочный. В идеале нужно дать немножко остыть, друзья. Но, как я уже говорила, не в нашей семье. Оп! Ой, хрустящий бекон. Давайте посмотрим, друзья. Прошел почти час.
Ой, красивая, красивая, сочная. Все, выключаем духовку. Пусть немножко отдохнет, а мы накроем на стол. Украсим наши салаты и подадим. Для меня, друзья мои, селедка под шубой без красивой яичной верхушки не камильфо. И добавлю зелени. Ух ты, сразу заиграла, да? Все, достаточно. Готовы, друзья мои? Конечно, готовы. Оп! Ух ты, какой салатик, Анечка. А какая она сочная, я уже вижу, что это просто прелесть. Запах моего детства. Давайте это в сторонку. Ну а теперь оливье. Беру праздничную тарелку. Красивые листья. Делаем композицию с вами. Салат настоялся. Вкусы все объединились. Перемешаю. Ну давай, оливье, радуй нас. Так, украшаем креветками. И еще сюда одну. Так, ну и секретный ингредиент. Как думаете, что это? Холодец. Вот уж для меня было удивление, что раньше оливье подавали с кусочками мясного желе. Ну давай, пожалуйста, получись. Ой, посмотрите, класс. И украшаем. Ой, мне нравится. Все приготовления закончены. Накрываем на стол и будем трапезничать. Оп. Тортик. Привет, друзья! С вами Ух ты, кухня! И сегодня хотим вас поздравить с наступающими новогодними праздниками. Желаем вам счастья, мира, благополучия, любви и всего самого наилучшего, чтобы ваши мечты осуществлялись, и у вас было все прекрасно в этом. Да. Смирение, терпение, веры в светлое будущее. Все будет хорошо, даже лучше, чем мы думаем. Всех благ вам земных. Быть добру, друзья наши, быть И мир добру. во всем мире! Да. Благодарим вас за поддержку, за ваши благословения, за ваши рецепты. Мой муж доволен. Да, благодарю людей, которые пишут нам в комментариях. И в этих комментариях есть рецепты. И вообще делитесь своими интересными не только рецептами и жизненными ситуациями. Да, историями, подсказками, это, опытом. Самое ценное – это опыт. Да. Быть добру, друзья, Все, с за наступающим. вас. Мир во всем мире, счастье, благополучие, любовь. А если есть любовь в сердце, то Бог творит чудеса. Да. Давай, Кока-Кола. Ну хвались, что ты тут сделала, любовь давай, моя. будем пробовать. Уже ж хочется. Я хочу попробовать это оливье, друзья. Мне же интересно. Обязательно с холодцом. Загадываю желание. Я этот салат буду есть впервые. У меня одно желание, друзья мои. Мир во всем мире. И тогда все будет хорошо. Угу. Бесподобно. Угу. Здесь нет ничего общего с привычным нам оливье, но это и понятно. И все же все ингредиенты вместе прекрасно сочетаются, дополняют друг друга. Ну, как бы мы ждем в гости друзей, подписчиков. Я приготовлю. Угу. Ну, Сережечка, сейчас буду твой салат пробовать. Ведь правду говорят, чем проще еда, тем она вкуснее. Так и с этой селедочкой под шубкой. Ой, она еще как настоится. Я картошку не хочу. Как это ты картошку не будешь? А показать? Ну, сейчас покажу. Кусочек мяса. Ой, картофель пропитался соками. Сейчас покажу все, друзья. Посмотрите, какой он мягкий. Мягкий, прям видно, да? Видно, видно. Прям кремовый-кремовый. Обалдеть, класс. Ну, давайте же курочку.
Я еще немножечко вот так, чтобы в рот влезло. Оно. Во. Сочное мясо, сладость моркови, кремовость, молочность, сливочность, вернее, сыра, кислинка. Все вместе это просто пальчики оближешь. Также можно приготовить и свинину. Можно просто картофель на противень и сверху этой шубкой укрыть и запечь. И мяса не нужно, уж поверьте, проверено. Ну и, конечно же, тортик. Он успел настояться. Разрезаем. Ой, какой хрустящий. Посмотрите, какая красота. Шикарно. Шикарно. И он по вкусу очень вкусный. Это мне. Еле дождалась. Пробуем. Вы слышите, какой он хрустящий? Я вот так вот его безжалостно. Я его просто обожаю. Эти хрустящие слоеные коржи, сливочно-карамельный крем с легкой такой кислинкой лимонной. Все вместе это просто вкусно, друзья мои. Он у нас еще не совсем застыл. У нас нет терпения. И все равно вкусно. Обязательно приготовьте такую пироженку. Я уверена, вам понравится. А особенно детям. Только пусть сидят на кухне. Это точно. Все, всем мира, счастья, добра и всего самого наилучшего. Это очень вкусно. Держите меня семеро. Это тортик на один вечер. Да еще с чаем.